За что журналисты унизили Джана Ямана и как прошла встреча Джана и Демет спустя годы. Обо всем подробнее в сегодняшнем видео, друзья. Накануне вечером состоялось открытие цифровой платформы Disney Plus в Турции. На вечеринке присутствовали такие известные имена, как Джан Яман, Пынар Денис, звезда запретного плода Эда Айдже, Алина Босс, Дилан Чичек Денис, Демет Özdemir, Бурак Денис, Хавсанур Санджак Тутан и другие. Знаменательное событие началось великолепно, только вот не обошлось без инцидента, который немного омрачил праздник. Инцидент между Джаном Яманом и одним зазнавшимся репортером ознаменовал запуск Disney+. Когда на ковровой дорожке появился Джан Яман, многие репортеры по команде одного псевдожурналиста, называемого Акифом, опустили свои камеры и не стали снимать актера и брать у него интервью. Более того, тот же самый Акиф съязвил вслед уже прошедшему ковровую дорожку Джану. Он ведь итальянская звезда, разве у него есть нужда в турецкой прессе? Честно скажу, ребят, я не понимаю, чем Джан заслужил такую реакцию со стороны журналистов. За что они отказались брать у Джана интервью? Откровенно говоря, реакция Акифа и всех остальных журналюг, которые встали на его сторону, была преувеличенной. А как считаете вы, друзья? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. К тому же, эта ночь не в честь журналиста Акифа, а в честь запуска Disney+, и не Акиф стал лицом компании, а Джан Яман. Кем он себя возомнил? Все обиды нужно было оставить дома и профессионально подойти к работе, не так ли, друзья? И как утверждала сначала турецкая пресса, мол, все это из-за того, что Джан зазнался и даже не поздоровался с журналистами, но все оказалось наоборот. Глядя на видео, Акиф отворачивается, когда видит Джана Ямана и игнорирует его, ну а все остальные следуют его примеру. Несмотря на это, Джан Яман на самом деле приветствует его, хлопая по плечу. Ну а потом уже после протеста журналистов Джан проходит дальше. Хотя, друзья, я отчетливо слышу в начале видео, как девушка говорит Джану: «Давай быстрее пройдем». И я полагаю, что изначально интервью планировалось провести в помещении. Несмотря на лень и наглость Акифа Ямана, Джан Яман прошел с высоко поднятой головой. Если бы только съемочная группа, которая обожала линчевать с нелепыми комментариями, посмотрела бы это видео первой. Ну и, конечно, Акиф поспешил оправдать свое гнусное поведение постом в Instagram, который звучит таким образом: «Он поздоровался со мной, но я не стал отвечать ему взаимностью. Как турецкая пресса, мы отказались брать у него интервью, и ему пришлось уйти». Своим глупым постом Акиф вызвал гневную реакцию фанатов Джана Ямана в соцсетях, и, конечно, практически все пользователи социальных сетей встали на сторону Джана Ямана, и только единицы поддержали журналиста. Ну что ж, друзья, какой непрофессионализм! Стыдно за этого журналиста. К счастью, Джан очень умен и умеет себя вести. Он продолжает летать все выше, не оглядываясь на таких псевдожурналистов. К счастью, адекватных и любящих поклонников у Джана намного больше, а таких, как Акиф, можно посчитать по пальцам. Ну и на десерт добавлю, тем, кому интересна встреча Джана и Демет. Из достоверных источников есть информация, что Джан Яман и Демет Özdemir поприветствовали друг друга на вечере. Не стали избегать друг друга, как изначально предполагала турецкая пресса, а наоборот тепло обнялись и пообщались на вечере. На сегодня все, друзья. Спасибо огромное, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и, конечно же, поддержите видео лайком. Это будет огромная поддержка канала с вашей стороны. Берегите себя и до новых встреч, друзья!